Дорогие друзья, всех приветствую на канале Давай Запишем, с вами Александр, здравствуйте. Сегодня мы приготовили для вас обзор профессиональных наушников для барабанщиков Behringer DH100. Давайте будем начинать. И начну я, пожалуй, с того, что эти наушники имеют просто массу положительных отзывов непосредственно от самих барабанщиков. То есть инструмент, проверенный в реальных боевых условиях, и, стало быть, в каких-то дополнительных экспертных оценках, тем более из уст не барабанщика, вряд ли нуждается. И тем не менее, рассказать об этих наушниках у меня желание есть. И уверен, что всем, кто играет на ударных и пока еще не определился с покупкой подобного девайса, это видео может быть весьма полезным. Что ж, если вы заметили, в каждом ролике про наушники я повторяю одни и те же пункты, которые являются определяющими при выборе подобного оборудования. Это удобство ношения, качество звучания и стоимость. Куда ты от этого денешься? А что касается сегодняшнего экземпляра, то тут впору поставить акцент еще на одном параметре, который исключительно важен именно для работников ударного цеха. Это шумоизоляция. Так вот, с этим здесь, друзья мои, просто полнейший порядок. Они настолько плотно прилегают к уху, что тут не то, что блоха не проскочит, тут абсолютно исключена как утечка каких-либо частот, так и наоборот, поступление, так сказать, лишних звуков. Одним словом, барабанщик максимально изолирован от собственного грохота и при этом довольно качественно получает себе в уши микс. Конечно, надо заметить, что этот эффект добивается достаточно сильным прижимом, прям вот неразжимаемая такая пружина. И в этой связи некий дискомфорт поймать можно. Но тут уже надо смотреть по своему состоянию и, может быть, чаще просить у своих друзей-музыкантов делать перерывы. Кстати, если есть среди наших зрителей те, кто пользуются этими наушниками по прямому назначению, не сочтите за труд. Напишите нам, как вы справляетесь с этой нагрузкой, как долго вы можете высидеть в них без паузы и какие советы и пожелания можете дать своим ударным коллегам. Будем благодарны. Ну а теперь стандартно обо всем остальном. Работают эти наушники в частотном диапазоне 10-22 тысячи Гц, заявленная чувствительность 97 дБ, сопротивление 32 Ома. Все эти цифры мы, естественно, перепроверим с помощью лаборатории Reference Audio Analyzer. И последнее, что могу добавить перед тестовой частью, это то, что DH100 оснащены витым кабелем длиной 3 метра. Для удобства и транспортировки имеют складную конструкцию. И для защиты от пыли и влаги вот такую сумочку. И, собственно, на этом все. Можем приступать к тестовой части. Но прежде чем это случится, ваше пристальное внимание обращаю на то, что наша 3DO-система, увы, не смогла в полной мере передать реальную картину. Поэтому попробуйте мысленно услышать среднее звучание между оригиналом и тестовой записью. Это и будет очень близко похоже на то, что есть на самом деле. Слушаем.
Ну а теперь картинки и итоги. Первое, с чего мы начинаем, это чувствительность. Она здесь равна 117,2 дБ, что показывает на то, что эти Behringer на 5,6 дБ громче большинства полноразмерных наушников. И практически любое вменяемое оборудование должно будет дружить с ними без каких-либо проблем. Добавлю, что в описании мы видели цифру 97 дБ, и это значение у Behringer относится к значению чувствительности, к мощности, а не к напряжению. Но такой замер у нас тоже есть, и эта цифра равна 102,8 дБ. Ну, можно сказать, что критического несовпадения нет. Идем дальше. Сопротивление. Здесь тоже полный порядок. 32 в описании против 36,5 по замерам. Тысячный раз напоминаю, что разница – это то, что берут на себя провод с переходником. И, наконец, амплитудно-частотная характеристика. Действительно, середина здесь плавно припущена, низ отрабатывает как положено, ну а высокие совершают прыжок на 6000. Уверен, что все это прекрасно было слышно, и, скорее всего, такой частотный расклад должен максимально устраивать наших дорогих барабанщиков. Что, собственно, и наблюдается. Это я о том, о чем говорил в самом начале видео. Масса положительных отзывов, все довольны, все кайфуют. А если еще к этому кайфу добавить и стоимость этих DH100, то многие вопросы могут вообще сняться с повестки. Внимание! На сегодняшний день это 5 с небольшим хвостиком тысяч рублей. И учитывая всю сложность современных условий нашей жизни, это вполне доступная и реальная цена. Ну, на наш взгляд. Все, друзья мои. Мне остается лишь сказать всем спасибо за компанию. Пишите, задавайте вопросы и всего вам самого доброго. До встречи. Так. Очередные наушники. Ух. Страшно. Ну, поехали. Главное, чтобы не схлоп. Да, вот такие вот они Behringer, серьезные наушники.